Здравствуйте, друзья! Ну вот и начинается рабочий день. Как говорится, проснулся. С утра у меня была пробежка. Помните, я начал бегать, я вам рассказывал. Чувствую себя превосходненько. Отправляюсь в город. А работы у меня последнее время много. Это вы уже поняли, да? Потому как выходят мои видео. Все реже и реже, как говорится. Да нет, ну, я все-таки нахожу время. И буду находить его больше и больше. Просто нужен четкий какой-то график, четкое понимание того, что нужно мне делать и снимать. А исходя из того, что погодка нас не балует с точки зрения солнышка, то снимать чего-то как-то не так много. Ой, ладно, дело не в этом. Действительно, времени мало. Ношусь по городу, то туда, то сюда, то там нужно сделать, там что-то, то туда. До самого себя времени не остается вообще. То есть, вот, ну вот прям как пример, вот мне врач, к которому мне нужно сходить, я не могу уже 2 месяца его навестить. Все у меня что-нибудь такое случается, что времени не остается. Ну ничего, как-нибудь выкрутимся. Сегодня мы с вами обсудим, друзья, ипотеку. Кредит на покупку собственного жилья, так сказать. Ну и вообще, обладание собственным жильем. Но это будет чуть-чуть попозже, а сейчас мне нужно пообедать. Вы уж не обижайтесь. Есть тут один недалеко хороший ресторанчик, я в него сейчас заскочу на минутку. Плотно отобедав и поработав еще некоторое количество часов, друзья мои, я наконец нахожусь в вашем распоряжении для того, чтобы вам рассказать о том, о чем я хотел в самом начале видео, а именно об ипотеке и о кредите на свое собственное, так сказать, жилье. Дело в том, что очень многие друзья меня постоянно спрашивают, а почему я живу в доме или квартире, которую снимаю, или ну и так далее, и так далее. Почему я не возьму ипотеку? Почему я не начну платить как бы самому себе, а не... Ну, такие извечные аргументы, знаете. Ну, ты же сейчас платишь аренду, но почему ты не хочешь ту же самую аренду платить себе только? Себе в свой дом вкладывать? Почему ты так не делаешь? И вот в этом видео, друзья мои, я вам сейчас расскажу, почему я этого не делаю. А не делаю я этого, друзья, потому что умею пользоваться калькулятором. Да-да, именно умею пользоваться калькулятором. Дело в том, что совсем недавно я зашел, чтобы в лишний раз, так сказать, удостовериться в своей правоте, ну, скажем так, в один банк, в котором я мог бы взять деньги в ипотеку и
под очень невысокий достаточно процент, там порядка 2 с небольшим процентов. Сейчас у нас можно взять ипотеку. Это не какие-то там 10, 12, там, я не знаю, 15, сколько там на просторах бывшего Советского Союза дают, да? Нет. Конечно, это не так. Это очень, очень хороший, удобный такой небольшой процент. Но даже с этим процентом получается очень интересная история. Ну, смотрите, я вот рассказываю лично на своем опыте. Я буду говорить в кронах все цены называть. Но это не имеет никакого отношения. Вы просто по самим цифрам будете ориентироваться и понимать, что происходит. На сегодняшний день мне могут дать ипотеку на 28 лет. 28 лет, такая приличная сумма. Наверное, сумма, которую я буду выплачивать в месяц, она будет совсем небольшой. Подумаете вы? Ну да, наверное, это так. Если у вас есть какие-то деньги на первоначальном этапе, ну, например, я не знаю, больше половины. А если вы берете всю сумму, ну, вот смотрите, как в моем случае, например, я снимаю дом, за который я плачу, не будем брать коммуналку, без всего, 22-23 тысячи крон в месяц, да? Большая сумма, казалось бы. А вот теперь смотрите, чтобы взять точно такой же дом в ипотеку, то есть в кредит, имея при себе, причем порядка 15% собственных средств от этого дома, как вы думаете, и разложить это на 28 лет, как вы думаете, какая сумма будет вырисовываться ежемесячного платежа? Ну, я вам отвечу. 32 тысячи крон. Это при таком маленьком проценте. 2% годовых, друзья мои, с небольшим там. 2% годовых и такая сумма. Хорошо. 32 тысячи крон. А из чего складываются эти 32 тысячи крон? Подумайте вы. Ну ведь это же деньги вы вкладываете в собственный дом. Вы потом сможете, как бы, все это вам вернется. У меня есть табличка от этого банка, в котором видно, какая часть из этих платежей попадает за дом, прямо вот мне в карман, условно говоря, какая за проценты. И как вы думаете, какая часть? Друзья мои, 50% от этого платежа, от этих 32 тысяч, то есть 16 тысяч крон будет пропадать только за проценты. Только за проценты за этот дом. Более того, там существуют какие-то штрафы за досрочное погашение. То есть нужно все договариваться как-то, чтобы когда можно досрочно погасить, когда нельзя досрочно погасить. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот объясните мне разницу. Я живу сейчас в доме. Я плачу 22. А если я не буду жить в своем доме, я буду платить 16. И плюс еще 16 непонятно какому дяде. И когда-то через 28 лет я буду обладать какой-то мифической недвижимостью, которая будет никому к тому моменту уже не нужна. Потому что это будет старье. Ну ведь бред же какой-то, да? Согласитесь. В этом что-то стрёмное. Но и... То есть логики нет никакой. А теперь смотрите, когда ты живешь в жилье, которое ты снимаешь, если у тебя потечет крыша, если у тебя сломается стиральная машинка, если у тебя сломается холодильник, если у тебя сломается плита, если у тебя будет любое там потоп, наводнение, если у тебя краны прорвет, вы за это ответственности никакой не несете. Более того, за все это платит владелец. Как вы думаете, за 28 лет тот дом, который я куплю, построю там или еще что-то, на эти деньги, которые смогу взять в ипотеку, с домом будет все хорошо, я не буду туда параллельно вкладывать? Да я туда буду вкладывать еще больше. Потому что то нужно сделать, это не так, это не так. И вот теперь скажите мне, оно того стоит? Я вам скажу, в какой ситуации это стоит делать. В той ситуации, если у вас есть там 70%, 80% от стоимости всего жилья. Тогда, взяв небольшую сумму в ипотеку, это не покажется вашему кошельку много. И вы сможете из этих денег... Эти деньги потом легко заплатить до
этой сумасшедшей даты 28 лет. Вы сможете ее там погасить через 4 года, через 3 года, через 2 года, через 5 лет. Неважно, но это не будет 28 лет. Поэтому вы все эти проценты ужасные, вы не заплатите. Но, не имея денег за душой, брать себе какую-то недвижимость, то есть имеет там 10, 15, 20%, это не имеет просто вообще никакого смысла. Вы заплатите в результате, вот я посмотрел потом эти цифры, друзья мои, через 28 лет вы заплатите почти в 2 раза больше за этот дом, сколько он стоил. Вы думаете, он подорожает, что ли, за эти 28 лет? В общем, пусть это мое личное мнение, возможно. Но я вижу, как люди, взяв эти кредиты, они не живут ни одного дня спокойно. Они должны каждый день, какого-то числа, там, какого-то каждого месяца думать о том, откуда они возьмут деньги, чтобы это заплатить. Тра-та-та-та-та. Если они не заплатят, их там откуда-то там выгонят, я не знаю, дом будет на них висеть какие-то там, условно говоря, санкции, там, то все. Друзья мои, ну нафига это надо? Нет у тебя денег, съехал в недвижимость подешевле, снял. Вот такое мое мнение. Вы можете в комментариях свое мнение высказать. Я абсолютно адекватен, могу ко всему прислушиваться. Но мое мнение такое, что нет у вас большой суммы денег. И не надо дергаться. Снимайте, вам так будет жить гораздо дешевле. Вот это пустое желание обладания чем-то. Я теперь могу забить гвоздь в эту стену, а до этого мне там хозяин не разрешал. Оно того не стоит. Просто это удочка, на которую нас ловят, друзья мои, банки, и имеют с нас в 2 раза больше, чем стоят все эти дома. Ну вот, собственно говоря, на сегодня и все. Вот такое видео об ипотеке. Пишите комментарии. Пока-пока.